Да что ты знаешь о жертвах? Деньги! Деньги! Где мои деньги? Все геймеры уже привыкли, что за год бывает один хит и один эпический провал. В последнее время это в основном одна и та же игра. Ты так же прекрасна, как и в день, когда исчезла. Но в этот раз год еще начаться не успел, как уже вышел и хит, и провал. И если с Power все понятно, и в ближайшее время мы будем играть в десятки разных покемонов в раннем доступе, У жизни нет смысла. то вот случай с отрядом самоубийц требует дедукции. Как минимум, чтобы понять, зачем этот самый отряд самоубийц выпустил игру. Просмотрел варианты будущего. Сколько победных? Когда началась разработка этого шедевра, у всех разное мнение. Официально с 2017-го, неофициально с 2010-го. Вроде игру делали разработчики Бэтмена из Rocksteady, а приплели еще каких-то Unbroken. А куда делись основатели студии? Тут все просто. Добровольно приняли решение покинуть студию. Вот тут верю, вот тут плюс, верю. Ну или, возможно, им слегка не понравилось, что спустя год после разработки отряда самоубийц Warner Bros. Наняли специалиста по донату, а потом еще и специалиста по внедрению повесточки. Вам повестка! И, по всей видимости, Warner Bros. Сами не до конца понимали, кто именно делал игру, и показали на интервью рандомных людей. Один заявляет, что в Бэтмене мы играли только за Бэтмена, а в отряде самоубийц дадут поиграть даже за Харли Квинн. Держишь нас за дураков. Я шокирован. А другие вообще втирают, что у каждого в отряде больше способностей, чем у Бэтмена. Математика явно не самая сильная их сторона. Или ты забыл, или ты не знал. Но чтобы понимать, какой звездец происходил с созданием этой игры, нужно знать один четкий факт. За полгода до релиза студия искала нарративного директора. Не особо важная должность. Всего лишь человек, ответственный за общее видение игры. Гениально. Гениально. Правда, это им не мешало за полгода до релиза уже резать игру на DLC. Но что нам, геймерам, до того, как там игра разрабатывалась, куда важнее, как она вышла. С неработающими серверами у тех, кто купил игру за 100 баксов. Покупатели. И возможностью отдельно докупить раскраску для скинов в наборе за 100 баксов. Давай за донат! Скины в этом наборе, в принципе, тоже могли сделать получше. Ни одної баби в короткій юбці нема. И разработчики вообще много наобещали фанатам. Например, что в игре за 9000 обязательно будет бесплатный контент. Не смешно! Не поняли, да? Но то, что нет русского перевода, это не проблема. Ведь на самом деле он есть. Просто файл активировать нельзя. Ведь игра требует постоянного подключения к интернету. А еще? А еще Denuvo. А еще? А еще Easy Anti-Cheat. А еще? А еще блокировка входа в игру из России без VPN. А вот откуда такая оценка в Steam и почему она настолько отличается от оценки игроков на Метакритике, то тут все просто. Все, кто хотели, отменили предзаказ. В итоге остались исключительно те люди, которые знали, что они покупают. Оставили положительный отзыв и залайкали самые негативные во всех регионах. А после этого пошли обсуждать игру в Steam и сделали отряд самоубийц одной из самых обсуждаемых игр в Steam в этом году. Я ничего не понимаю вообще. Есть, конечно, и вторая теория. Все, кто оставил положительные отзывы, это работники Rocksteady. Доказательств у меня нет, но есть 1,5 часа титров всех, кто делал эту игру. Ну, мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Но больше всего я удивился, когда зашел в игру и увидел прокачанных персонажей и полностью пройденный сюжет без возможности начать новую игру. Ведь в отряде самоубийц все сохранения на сервере. А значит, мне придется еще раз покупать игру для видео. Сначала я подумал баг, а потом увидел количество наигранных часов и вспомнил, у кого еще есть доступ к моему стиму. Беги! Я просто поиграть зашел. Я тебя убью в Варкрафте! Откуда я мог знать? Ты труп в Варкрафте! Стой! Ты сказал World of Warcraft? Оказывается, все проблемы отряда самоубийц легко решаются. Нужно просто зайти в любую другую игру, как Wolf Sirus, и увидеть онлайн в 35 тысяч человек, что в 14 раз больше, чем в отряде самоубийц. Еще и ивенты на каждый праздник, и главное, все это бесплатно. Так еще и батл пассы покупать не нужно. Вместо этого в каждом PvP и PvE сезоне можно наоборот получить настоящие деньги из призового фонда в 2 миллиона. Мы открываем бизнес, мы будем делать
А для всех игроков World of Warcraft Heroes в игру постоянно добавляют новый адаптированный контент из разных патчей. Новые уникальные расы, локации, рейды и подземелья. А после 80 уровня игра только начинается с новой уникальной системой развития. Ну а для новичков есть удобный путеводитель и круглосуточная поддержка для душевных разговоров. О, здравствуйте. Возможность его резиста крайне мала. А начать играть в WoW Heroes можно уже сегодня по ссылке в описании. Ну а начинается сам отряд самоубийц. Естественно. С обучения. Проблем в этом бы не было, если бы обучение это не происходило в середине игры, чтобы потом перекинуть нас в начало. Все отобрать и каждый раз заново обучать пользоваться гранатами. Ты это говно сделал. С другой стороны, нам сразу дают понять, в чем особенность каждого персонажа. Человек-бумеранг телепортируется, Человек-акула прыгает, Человек-черный обладает джетпаком. В принципе, канонично. Ну а нет, Человек-женщина самая женщина. Использует крюк-кошку Бэтмена, стреляя ее в Бэт-квадрокоптер. И да, она могла бы просто так на нем летать, но для этого... Надо думать головой. Но в основном перемещение всю игру за любого персонажа будет выглядеть как попытка долбануться головой об любую поверхность, чтобы сбросить стамину и полететь дальше. Больной, которого вы видите, наблюдается психиатрами уже более 20 лет. Зато сюжетные задания в игре выполнены на высшем уровне. Овервотча. Пришел на точку, удержал точку, пришел на другую точку, защитил точку, сопроводил движущуюся точку, зачистил все точки на точке. Вкусачка. А потом нам дают покеболы и заставляют ловить людей в точках и перемещать их в другую точку. Надеюсь, Nintendo уже отреагировали и очень обеспокоились. Давай, ударь меня, ты. И после абсолютно каждого выполненного задания мы будем видеть одну и ту же анимацию прилета лутбокса с оружием, которую нельзя пропустить. Так еще и каждый раз после этой анимации персонажи стоят на рандомной крыше с невидимыми стенами, из которой мы не можем уйти, пока они не закончат диалог. Хватит говорить. И да, сама стрельба в этой игре сделана неплохо. Все так динамично, будто бы последний сон эпилептика. Мама, помоги мне! Мама, помоги мне! Но главное это по кому мы стреляем. На выбор. Фиолетовая алупа, быстрая фиолетовая лупа, невидимая фиолетовая запупа. Ну и конечно же еще... Над прокачкой тоже не особо долго думали и скопировали ее из Borderlands вместе с рандомайзером перков оружия. Но так как вся игра легко проходится тем оружием, которое дают за 100-баксовое издание, геймплей получается прям уникальный. Введите пин-код. Сколько же возни? Ну и куда мы денемся без задания от загадочника, которые деградировали до уровня? Пройди 13 полетов на время, собери 40 кусков хлама и отсканируй 21 достопримечательность ради пары скинов. И 90% всех остальных наград в виде картинок. Ведь скины у нас здесь продаются отдельно. Просто скинь донат. Скільки можеш, хоч полтос. И весь этот прекрасный геймплей соединен с еще более прекрасным интерфейсом. Больше, плиз, мало, очень мало, очень мало. Я даже не буду сравнивать графику игры с Batman Arkham Knight 8-летней давности на PS4. За меня это уже сделали. Ну как это может быть в 21 веке? И я сравню жопу Харли Квинн. Но любые косяки игры можно простить за сюжет. Если бы сюжет в отряде самоубийц не был бы одним большим косяком. Так, это что такое, а? Напал, значит, злой пришелец Брейник на Метрополис, починил супергероев, превратил мирных метропельчанинов в фиолетовых пикменов. И давай тут свою инопланетную демократию распространять. Демократию приносим 148. Долго не думая, сильная и независимая Аманда Уоллер вместо того, чтобы позвать других супергероев DC или хотя бы вот этого парня, освобождает из Архамской больницы суперзлодеев, из которых только у Акулыча есть какие-то способности, и приказывает им, ну так, по мелочи, убить Супермена, а не то... От такого прикола даже Дэдшот из прошлых игр про Бэтмена почернел. Это место меняет человека. Неужели? Каким же образом? Раньше я был белым. Харли тоже достаточно сильно изменилась и, видимо, все это время в психушке занималась мьюингом. И в диалогах между персонажами определенно чувствуется какая-то химия, достаточно токсичная. Я твой папочка. Но в большинстве случаев все диалоги будут выглядеть как попытка пошутить на протяжении 2 часов катсцен. Смотри, куда прешь, детдомовский. Пошла на... Но как же обычные люди будут убивать богов? А тут все просто. На каждого супергероя персонажи вдруг резко. Флэш супербыстрый. Вспомнил! У меня же есть техника антифлэш, которую я не использовал со времен Хаян. И так по очереди отряд всю игру расправляется с каждым супером поодиночке. Сначала Флэш, который был добрый, но потом ему бумеранг отрезал палец.
и его похитил злой Бэтмен. А какая у тебя суперсила? Бабки, бабки, что бабки! Ну все в порядке, Палец магическим образом отрос. Чего не скажешь о дырке в теле Лекса Лютера. Ее решили сразу не рисовать. Я не хочу работать. Дайте мне просто деньги, я уйду. Ну а победили мы его после того, как из ниоткуда пришел школьник, пересмотревший аниме, и принес антискорость брелок. И это он еще против Бэтмена не сражался своим роботом-пылесосом. Робот-пылесос, как он узнает, куда ехать? А зеленого фонаря вообще победили магическим кольцом, которое все это время лежало в хранилище Бэтмена. Кольцо стоят мне, Альфред купил. Ну а Чудо-женщину Брейнек не починил. Ведь она настолько женщина положительная, что даже сделала из криптонита щит вместо меча. И все потому что... Я добрый. Но это, если что, не повесточка. Ну да, на базе Лиги Справедливости есть огромная надпись «Рады всем гендерно-разнообразным суперам». Но она четко натуралка. И Флэш тоже натурал. Я знаю, что секс существует, просто сам никогда не пробовал. Кто же тогда у нас нетрадиционный в этой игре? Акула. Кто-то прикоснулся ко мне. Не я, вообще-то. Возможно, это я. Я не возражаю. Да и Чудо-женщина явно не тянет на повесточку, хотя бы тем, что она до конца пыталась поговорить с Суперменом. Не самый умный план. Если девушка подняла на тебя руку, она уже не девушка, она спарринг-партнер. А вот к самому Супермену намного больше вопросов. Каким хреном при соприкосновении с криптонитом он такой? Допустим, разработчики не читали комиксы. Допустим, фильмы и Тайны Смолвиля тоже не смотрели. Откуда они вообще брали информацию о Супермене, если он буквально с куском криптонита в сердце превращает Чудо-женщину в не человека-уголька? Супермен пришелец, и его прет с какашек. Чего? Но от всей души разработчики поиздевались над Бэтменом. Мало того, что его сделали маньяком. Бэтмен не убивает людей. Это Джокер. Это Джокер. Это Джокер. Так еще и в покебол засунули. Это не просто плевок в лицо всем фанатам Бэтмен Архам. Это отсылка на покемона в лицо. Все, ты труп! Зашибем! И в единственной сцене, где ты буквально боишься Бэтмена и думаешь, что вот он, конец игры, Харли Квинн вспоминает про свою антиконец игра способность, и Бэтмена просто расстреливают из пистолетиков. И это того самого Бэтмена, с которым мы были 4 игры. Да, Бэтмен Arkham Origins канон. И вообще я люблю снежные локации. Где детонатор? Где он? А потом еще и Харли Квинн застреливает его как последнего бомжа на лавочке напротив статуи Супермена. А мне что-то не смешно. Самого же Супермена отряд самоубийц просто расстрелял из магического золотого криптонита, который не действует на него в катсценах, но в геймплее умирает за пару минут. Разработчики вообще хоть интересовались, как действует золотой криптонит? Какого хрена он его спокойно в руках держит? Нет, друг мой, с научной точки зрения вы совершенно... Да, здесь научный, я тебе по-простому говорю. Главный же злодей Брейниак вообще в самом конце появляется, ловит нас и зачем-то отпускает. Видимо, испугался Акулыча. Что ты за животное такое? Ну а после мы собираем 3000 очков, защищая новые точки, чтобы попасть в параллельный мир через портал на рандомной крыше, чтобы зачистить еще 2 точки и победить Брейниака, у которого даже своих способностей нет. Он просто копирует Флэша. Посредственно. Мы даже не сами его добиваем. За нас это делает Сникерша. Кто твой папочка? Но на этом игра только начинается, ведь в эндгейме мы будем снова зачищать точки, чтобы получить возможность зачистить еще более крутые точки. Подъем, подъем, пора фармить. Итог этой игры из студии Rocksteady прост. Ты либо умираешь героем, либо живешь до тех пор, пока не станешь злодеем. Сейчас ты им нужен, а надоешь. Они тебя выкинут. Даже неловко просить за это видео 60 000 лайков, поэтому попрошу с вас всего лишь 60 000 пальцев вверх. И с меня целых 2 настоящих видео, возможно, даже без спойлеров по магической битве. И спасибо всем за подписку на Бусти, Патриусти и Телеграмусти. Каждая подписка дает Добби картошку. Но фанаты Бэтмена могут не переживать. Он вернется из параллельного мира в новые игры-сервисы. Ведь Warner Bros. Нацелены все свои игры превратить в донатные помойки. Утро доброе, блядь. Вечер добрый. С Рождеством!